Петр Закрепоститель. Как Петр I закабалял народ. Считается, что Петр Великий хоть и был гневливым и жестоким человеком, но о крестьянах заботился и думкой богател о высоком, о мощи России и расширении ее границ. Однако, если убрать романтический флер, созданный поздними писателями, царь Петр становится одним из главных эксплуататоров народа. Более того, ряд историков считают, что именно Петр заложил фундамент крепостничества. Так остро нуждался в дармовой рабочей силе для своих прожектов и рассматривал население исключительно в этой перспективе. Генеральная облава на крестьянство, так историк Ключевский определяет политику Петра к основному классу тогдашней Руси – крестьянству. Конечно, крестьяне составляли 90–95% населения империи, и не использовать такую махину было невозможно. И этому мешал закон 1649 года, по которому крестьянин не мог покинуть свою землю, однако был свободен в роде занятий на ней, мог наследовать имущество и распоряжаться им. И главное, крестьянина нельзя было продать. Бытовали мены крестьян за долги, но это были тайные и крайне редкие меры. В 1690 году Петр вводит разрешение о купле-продаже поместных крестьян, дворяне получили разрешение на продажу за долги или покупку по своему желанию крестьян, проживающих на территории их поместья. Это породило целую волну таких сделок в крупных городах. Еще за 10–15 лет до воцарения Петра были попытки дать такое право для владельцев разных категорий крестьян, и увидев гигантский коммерческий и эксплуатационный потенциал, уже сам Петр отменил границы этого явления. Дальше больше. В 1705 году создан рекрутский набор, где для армейской и флотской службы крестьяне обязаны были предоставлять своих сыновей, для большинства которых это означало никогда не увидеть больше родной дом. И из-за срока службы, и из-за постоянных войн. В 1718 году провели перепись крестьянского населения, и, как водится, ничем хорошим она не закончилась. Введены закрепления крестьян за конкретным помещиком пожизненно. А в 1721 году право покупки крестьян было даровано фабрикам и заводам, которые остро нуждались в чернорабочих и располагали капиталами. Они сразу выкупали себе целые деревни, превращая земледельцев в каменотесов или шахтных рабочих. Самое страшное для крестьян произошло в 1719 году. Появилось разрешение приписывать крестьян не только к помещику, но и к предприятию. И на ранее свободном Урале всех окрестных крестьян стали записывать к фабрикам и мануфактурам, что положило конец вольнице в западной части России. Сама собой возникла мода и право дарить крестьян. Так сам император даровал 30 тысяч крестьянских дворов своим фаворитам и любимцам. Меньшиков получил более 100 тысяч душ от щедрот императора, после чего стал за плату укрывать у себя беглых и старообрядцев, что стало еще одним камешком на чашу его грехов перед Петром. Ну а так как крестьян стали дарить, сами крестьяне стали убегать, что привело к целому перечню законов против беглых. Штрафы за побеги и укрывательство были просто драконовскими, и не каждый богатый купец мог бы такие оплатить. Законодательство первой четверти XVIII века изобилует указами о сыске беглых. Достаточно сказать, что за это время было обнародовано 46 указов о беглых и упоминаний о них в инструкциях, наставлениях и так далее. Так пишет Ключевский. Постоянные побеги крестьян привели к тому, что им ввели запрет покидать территорию помещика далее чем на 30 верст без письменного разрешения хозяина. Даже если речь шла о зимних заработках в городах, которые часто кормили весь двор в тяжелые годы. Каждый крестьянин, не имевший паспорта или отпускного свидетельства от помещика, объявлялся беглым, если его обнаруживали на территории, отдаленной от постоянного места жительства более чем на 30 верст. Паспортная система затрудняла миграцию крестьянского населения и на долгие годы затормозила формирование рынка рабочей силы. При Петре резко усилились барщины отработки крепостных крестьян, норма которых, по данным Тихонова, приближалась к предельной физической возможности эксплуатации человека.
а уже тяжелейший труд и поборы, вкупе с возможностью продать крестьянина и его бесправием, создали почву для применения помещиками пыток, физического и сексуального насилия к своим крестьянам. Непрописывание в законе обязанностей помещика к крестьянам создавало сотни поводов для владельца усиливать перечень обязанностей и повинностей безо всякого риска для себя, даже со стороны Фемиды Российской империи, больше напоминавшей продажную девку. По подсчетам Милюкова, в правление Петра с 1687 по 1719 год население России сократилось на 20%. Безусловно, львиная доля этих потерь находится в сегменте крестьянства. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И пишите свои комментарии к видео.